Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами поговорим о моей любимой СТ-шке, это объект 430У, тяжелый средний танк 10 уровня СССР, так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Как я уже сказал, это средний танк 10 уровня ветки СССР, крайне сильная машина, у него просто нереальные борта, нереальная броня, крайне мощная пушка, и машина вообще требует внимания, ее нерфили, но не донерфили. Сегодня 430У это крайне сильный танк. В рандоме он может очень многое. Ветка выглядит вот таким образом. Там, начиная с 6 уровня, в принципе, все машины нормальные. Особенно Т-44, Т-54. Жаль, конечно, 54 идет на 140, но тем не менее. Вот ветка вся хорошая, однозначно. 3-4 на 5 уровне тоже пойдет. Поговорим изначально о его достоинствах. Это его, конечно же, орудие. Альфа Страйк у нас за выстрел 440, бронепробитие базовой ББшкой 252, 0,4 разброса, 2,3 сведения. Пушка довольно точная, у танка в принципе есть какая-никакая стабилизация, если ее еще и прокачать, то есть через модуль, то вообще будет бомба. В остальном кумыс пробивает 340, фугас 68. То есть в принципе на ББшках играть тоже можно, но на кумулях эта машина прям божит и очень-очень сильно. По оборудованию у нас вентилятор, досылатель и стабилизатор. Пока что модернизацию я еще не открывал на нем, потихоньку катаюсь. Сегодня посмотрим мой бой, вчера мы во взводе с друзьями играли, поэтому ничего там такого сверхзаоблачного прям не будет, но я покажу, как на этом танке правильно играть в современном рандоме. Так вот, по перкам экипажа обязательно качаем боевое братство, чтобы улучшить характеристики машины, качаем ремонт, дальше уже по вашему усмотрению. То есть у меня перки, здесь практически 5-перковый экипаж, поэтому плавный ход, плавный поворот со стабилизатором, то есть это все также имеет место быть. В остальном видим, что в моей сборке у нас 3149 ДПМ, 0.37 разброс и 2.1 сведения, что есть очень даже хорошим показателем для такой СТ-шки. По подвижности машина тоже неплохая, 14,1 лошадей на тонну, 600-сильный двигатель. Максималочка 50, назад 18 километров. Давайте теперь поговорим о броне и дальше посмотрим бой. Я расскажу, как играть на этом танке. Поехали в Collision. Collision модель этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас крайне плотный ВЛД 240-248 мм, НЛД 200 мм, шикарный борт. Борт ничем не пробивается абсолютно, там противокумулятивный экран, который пробить никто не сможет никак. Башня летая, советская, то есть 320, 340, 350. Есть уязвимые лючки, в которые не всегда будет заходить с уроном, потому что они, во-первых, маленькие, а во-вторых, еще и выцелить надо. В остальном, корпус нерфили довольно сильно. Раньше он был на порядок сильнее, но даже сейчас машина способна отбивать. Я поэтому вам покажу свой бой, где будет неплохо так натанковано. В остальном, играть ромбом можно. В борт вам никто так не прокинет. Десятки на обычных снарядах точно. ВЛД тоже очень хорошо отбивает, если доворачивать корпус, то есть вы на 430-м, ваша главная задача постоянно мансовать. Машина очень подвижная, на месте крутится хорошо, поэтому если выезжаете на противника лоб в лоб, то просто вот так вот делаете корпусом и создаете дополнительную для него сопротивление по бронированию. В остальном тачка очень-очень бронированная, поэтому в принципе с броней разобрались. Давайте теперь посмотрим бой, поехали в бой. Бой, друзья, у нас на карте Малиновка, как видим, сетап с 10 уровнями, мы играем во взводе с двумя моими друзьями. По оборудованию я вам уже показывал, у меня стоит вентилятор, досылатель и стабилизатор. На этот танк, я считаю, это самое оптимальное оборудование. Некоторые друзья играют также с оптикой, но, как по мне, оптика это лишнее. Вы вряд ли будете работать в насвет, вы, скорее всего, будете играть с первой линии, потому что это ударная такая машина, ударное острие ножа, как говорится, на котором нужно ехать прям в замес. Потому что у машины быстрая КД, и с тяжами он играется максимально комфортно. Поэтому стоять на 430 в кустах, это значит, вы что-то делаете, друзья, не так. Как видим, я уже сказал, бой с 10 уровнем. Мы принимаем решение ехать на гору. Я понимаю то, что у противника в принципе не прям такой супермобильный сетап. Туда кто может приехать? 121 может приехать, 50Б, 113, сотка будет ехать очень долго. СТБшка этого под вопросом. В бою будет нанесено хорошее количество урона на свет, то есть суммарки будет очень достойное количество. Но бой, к сожалению, не на мастера, потому что 430U это очень популярная машина, и взять на ней мастера так просто, друзья, сегодня не получится. Это должно реально совпасть. Звезды, потому что даже 8-9 тысяч урона на этой машине это может не быть мастера, чтобы вы понимали. Поэтому не удивляйтесь, потому что если вы настреляли огромное количество урона, вам не дали мастера, потому что машина реально популярная. Приезжаю, как видим, я сюда первый. Светится кара 45 тонн.
113. Я прекрасно понимаю, что мне нужно с ними стреляться. 113 на меня не смотрит. Даю ему сходу 413. У нас Альфа Страйк 440. Пушка перезаряжается очень-очень даже быстро. Стреляю еще раз 113. Получаю от него кумулятив в ответ. Понимаю, что могу дать в него еще один шот. Там едет, кстати, Бэджер. Даю еще один снаряд по 113-му, танкую 2 выстрела от ВЗ-55, голдовых, кстати говоря. По броне, я вас уверяю, друзья, 430 это крайне бронированная машина, которая может отбивать, ну, нереальное что-то. Пока у меня заряжена ББшка, но в основном я на нем играю на кумулятивах, потому что, ну, для максимальной эффективности нужно стараться наносить урон каждым выстрелом. Я вижу, что выкатился Бэджер, гружу кумулятив сразу. Пробитие аккумулем у меня 340, не попадаю я ему в броню, как и обычно у нас это бывает. Это хорошо, что это не ЛТшка, тут я вообще никак не пробил. Кто понимает, о чем я, ставьте лайк. Еще раз стреляю по Бэджеру 430. Вижу, что 113 пробует наглеть, но за мной есть хорошее очень прикрытие, то есть из стервы. Он не сможет так просто выкатиться. Разминаю Бэджер, как видим, прошло 3 минуты боя, у меня уже 2000 урона, двушка натанкована, то есть машина реально способна в урон, если вы приезжаете туда, куда нужно, там, где вы должны быть, вас никто никогда никак и не перестреляет, поверьте. Если есть прикрытие, счет 4-1, видим, что я занял здесь эту нишу, просто абсолютно наплевать мне на всех. Я стою, у меня заряжено 36 кумулятивов, и я сейчас буду дальше пацанам ломать голову. 2500 урона есть у меня. Понимаю, что нужно проезжать дальше. Светился Фош. Отсюда с этой позиции, если высунуться так, как я, Фош меня никогда никак не прострелит. Работаю по Бэджеру, потому что Бэджер это ДПМная машина, которая может моим союзникам создать очень неприятную ситуацию. Продолжаю разминать Бэджер. Он довернулся неудобно, даю по карам на всякий пожарный. Добирают кара сразу же. На меня попытался вкатить 55-й, опять голдой он меня не пробивает. Какой-то неадекват немножко на 55-м был, не знаю. На самом деле он мог меня спокойно пробить, мог на меня вкатить, но сзади есть прикрытие. Добираю Бэджера здесь, потому что он мешает моим союзникам спуститься вниз. И работаю теперь по ВЗ-55. ВЗ-55 на сегодня, кстати, крайне мощная машина, друзья. Это просто в этом бою, возможно, у игрока не получилось ее реализовать. Но, тем не менее, видим, что мы гору разорвали. 4500 урона у меня уже есть, 2500 натанковано и 813 на свет. Спускаюсь вниз, ближе к центру. Здесь светилась СТБ. Катается Мантикора. Я понимаю, что вперед на Фоша ехать смысла никакого для меня нет. И это будет очень-очень большой ошибкой, поэтому прорабатываю аккуратно вот здесь, в этом небольшом углублении. Много танков противника еще светится, то есть у них в общем сложности 13900 очков прочности, которые можно смело разминать. Ну, пока я здесь задержусь. Пока с вами, друзья, смотрим бой. Хочу поговорить о том, кому эта машина нужна и стоит ли ее качать в 2022 году. Могу однозначно сказать то, что машина очень хорошая. Это один из самых сильных средних танков в игре на сегодня. Конечно, есть танки, возможно, какие-то больше, интересные по вариативности. К примеру, там Прогетта 65, ну, вот такого вот формата. Но в плане крепкости брони и мощности орудия 430 это, наверное, самый сильный танк. Потому что у него есть нереальная броня, учитывая, что это средняк, но с такой броней, как видим, у меня уже 3,5 натанковано. С такой броней машина, ну, крайне способна в такие бои, как вот в этом. Вы можете приезжать первым, занимать позицию. Если спрячете ваше НЛД и будете играть от башни, вас никто никак без артиллерии не выпулит. Пробить такое, ну, просто малому количеству танков возможно. Разве что Яга на голде может вас пробить в маску башни, и то не каждым выстрелом. Поэтому, если вы любитель тяжелых танков, эта машина вам может зайти. В том плане, то, что она, в принципе, танкует очень хорошо, но ездит как СТшка. Я на нем откатал, не помню, если честно, какое количество боев. Ну, как видим, вторую отметку пока не взял, но никогда не упарывался на отметку. Но я думаю, стоит попробовать, потому что машина очень даже способна в урон, особенно сегодня. Видим, я дальше разминаю противников практически без сведения. У машины шикарная стабилизация, если поставить боновое или трофейное оборудование, будет еще лучше. Поэтому, если хотите попробовать геймплей, отходя от тяжелых танков, то есть если вы такой заядлый ТТ-вод и вы вот хотите начать играть на средняках, это хороший вариант для перехода, потому что он будет прощать ошибки изначально, плюс он ездит хорошо и есть броня. Это важно, друзья, реально важно, когда вы переходите от тяжелых танков к средним, чтобы вам машина позволяла ошибаться. Поэтому, также если вы новичок и хотите начать что-то качать, танк тоже годится, он очень классный, там вся ветка интересная, поэтому
Если я ответил на ваш вопрос и вам понравился бой, палец вверх, подписка и до новых встреч. Пока-пока.